Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Андрей Васильевич Ермолаев прямо сейчас со мной на связи, известный украинский аналитик. Андрей Васильевич, здравствуйте. Приветствую вас, Александр. Андрей Васильевич, начать наш разговор я бы хотел вот с такой новой какой-то волны вот этих воспоминаний. Джонсон, фильм, как бы угроза от Путина. И вы знаете, вот все чаще, ну это логично, наверное, мы подходим к февралю, люди оглядываются назад. А что можно было? А как они встречались с Путиным? А что Путин? Это наталкивает меня на такой первый вопрос. Вот из-за чего это происходит? Неужели вот победа как таковая в войне невозможна без того, чтобы оглядываться назад? Ведь нужно же смотреть вперед. Что вы думаете по этому поводу? Да, хорошее замечание. Действительно, большое количество странных заявлений. Кстати, заметьте, чаще всего не только объясняющих, но как бы и оправдывающих ситуацию. Нам это знакомо по немножко другой проблеме войн за историческую память. Когда, переписывая там седую историю, да, оправдывают некую новую наступившую реальность. Идеологическую, экономическую, геополитическую. Долгое время, учитывая, что мы все живем уже не столько в реальности непосредственно, сколько в реальности информационной, мы очень некритично относимся к тому, а как формируется эта информационная реальность, сквозь призму которой мы воспринимаем и прошлое, и настоящее. И я хочу заметить, это тема большого и, наверное, очень скучного для зрителя разговора о особенностях управления виртуальной реальностью, где действительно в качестве главных инструментов становится пространство событий и время происходящего. Грубо говоря, в информационной реальности, в которую мы погружены, там картина мира с другой палитрой, даже другим расположением вещей. Так произошло у нас и с войной. Долгое время удерживалась в фокусе вероломность и неожиданность наступления Российской Федерации. Ну вот складывалось впечатление, что готовились вроде бы, угрожали, грозили оружием, а вот принято было решение и война началась. А сейчас, когда все больше проявляется то, что вокруг военного столкновения интрига длилась несколько лет, более того, на дипломатическом уровне, по всей видимости, откровенность была достаточно высокой, наверное, начиная с переговоров еще с администрацией Трампа, когда, как я понимаю, еще был расчет Кремля пойти на определенные взаимные выгодные уступки в большой политике, но в обмен на длинное сотрудничество в рамках так называемого многополярного мира. Я напомню, 2017 год, знаменитая встреча в Хельсинки, которая завершилась созданием даже разных рабочих групп. Тогда на первое место вышло ближайшее окружение и Путина, и Трампа. И вот такого рода рекогносцировка вызвала довольно бурную тогда международную реакцию и в отношении американской политики, и в отношении перспективы Кремля, да, который демонстрировал, что он продолжает играть роль балансира между растущим Китаем и вот изменяющейся Америкой. Тогда республиканцы, а точнее их аналитики, представляющие это крыло, открыто говорили о том, что главная задача американской политики, и так они оправдывали поведение Трампа, состоит в том, чтобы не допустить дальнейшего сближения России и Китая, тем более создания, не дай бог, какого-то военно-политического альянса. А для этого необходимо учесть интересы России и даже пойти на какие-то разумные уступки. Конечно же, речь не шла о войнах, но речь шла о большой геополитике, речь шла о экономике, речь шла о инвестиционных интересах. Не случайно тогда в Хельсинки работали и взаимодействовали не только представители спецслужб России и Соединенных Штатов, но и всплыли предприниматели, инвесторы, там, по-моему, две структуры было создано. С одной стороны, в американской политике вот такого рода, в кавычках, борьба за позицию России
воспринималось как рациональное, потому что действительно Китай рассматривался как главная опасность будущего, да, как действительно новый возможный гегемон. Но с другой стороны, подобного рода политика, да, вот, даже не разрядки, а как бы ее назвать, такой взаимовыгодной шахматной игры, она раздражала тех, кто был сторонником дальнейшего ослабления и возвращения Европы, Евросоюза в лоно Западного Союза, усиления НАТО, усиления старых финансовых институтов глобальной финансовой гегемонии. И, возможно, поэтому дальнейшее... И, кстати говоря, если вспомнить 2017 год в плане такого экономического позиционирования России, или как сейчас Российской империи, вот, она тогда демонстрировала свое большое желание большого сотрудничества с Евросоюзом. Тогда в полный рост разворачивались ее геопроекты, да, заявленные: нефть, газ, Арктика и так далее. Но вместе с тем не праздный был вопрос, а каковы же будут геополитические аппетиты России в обмен на подобного рода вот, уступки и сближения, чего она пожелает. И, наверное, логично было бы ожидать, что после вот такого рода спорта Хельсинского должны начаться какие-то серьезные процессы, связанные с переговорами о новой глобальной системе безопасности. По сути, этого не произошло. После победы демократов Соединенных Штатов, демократы в лице лидера Байдена заявили о необходимости усиления западных структур. Была принята новая Атлантическая хартия. Впервые блок НАТО появился в этих документах как элемент глобальной безопасности западного мира, защиты демократии. Была инициатива создания форума демократии, противостоящим автократиям. Ну и все, что мы помним. Я всегда обращаю внимание на то, что 2021 год — это очень важный год с точки зрения изменений и ожиданий будущего миропорядка. Он был представлен после изменений в американской политике как мир, в котором демократический мир должен объединиться против автократических угроз. Где автократические угрозы прежде всего это Россия, Китай, Иран, Корея. Естественно, такой поворот в большой политике, он привел к тому, что не только все старые, да, не то что договоренности, а попытки договориться о каких-то переходах, да, согласованных, потеряли всякий смысл, но и это запустило процессы новой жесткой конкуренции за сферы влияния, которые, по всей видимости, проявились уже в ходе переговоров 2021 года и между Байденом и Путиным. И как, если внимательно изучить вот интервью и статьи украинских политиков, министра иностранных дел, представителей команды президента, самого Зеленского, сигналы о том, что ситуация ужесточается, и возможны даже военные повороты, она по сути была им известна где-то с лета 2021 года. Лето, осень. Другое дело, как к этому относиться, как к этому готовиться, а самое главное, а можно ли этого было избежать. Вот я проговорил весь этот блок только потому, чтобы объяснить, что сейчас многое, что тогда было неочевидным, еще какие-то год-полтора назад, сейчас всплыло как очевидный факт. И непосредственно участники вот этого геополитического пасьянса годовой давности вынуждены теперь искать объяснение, почему были предприняты действия, которые связаны были только с вхождением, только с поддержкой военного решения. И почему не было сделано ни одного серьезного действия международного, связанного с недопущением военного решения. Это не снимает вопрос, подчеркну, не снимает вопрос об ответственности Кремля, о военных преступлениях, о том, что так называемое военно-техническое решение в виде оружия, ее размещения, усиления военных баз в Африке, например, что все это делалось Россией, не снимает. Но вместе с тем это вынуждает многих активных акторов объяснять свою роль, позицию, потому что им придется отвечать тоже за свои политические решения, за то, почему война стала возможной и почему, самое главное, она стала не локальным конфликтом, а по сути стала таким бигфордовым шнуром возможных новых потрясений, которые свяжут эти события в единую мировую войну.
термин «мировая война» тоже уже в языке. Но я часто апеллирую к таким персонам, как Папа Римский Франциск, который вообще использует постоянно в своих интервью то, что мы в пространстве Третьей мировой войны. И не какие-то ближневосточные конфликты, не какие-то напряжения там в странах периферии, а именно российская агрессия против Украины развязала и открыла вот это ящик Пандоры Третьей мировой войны. Все, кто ответственен за возникшую возможность, вынуждены объясняться. Здесь теперь вспоминают и роль Минского и Нормандского процессов, и то, что мол, к войне все готовились чуть ли не все эти годы, связанные с сепаратизмом в Украине. Я считаю, здесь очень много уже политического мифотворчества. Но несомненно, что я надеюсь, когда война будет завершена, действительно нам придется, как когда-то с историей Второй мировой войны, серьезно разбираться с тем, какие геополитические, политические интриги, какие спецоперации, в том числе невидимые сейчас нашему, так сказать, информационному глазу, были проведены, что стала возможной война, в которой участвуют уже десятки стран, участвуют их финансы, их военная техника, их военные эксперты, наемники, дикие гуси и так далее, и так далее. Причем, подчеркну, со двух сторон мы имеем дело, по сути, уже с войной двух коалиций поддержки. Просто участие такое не прямое, а опосредованное через помощь, через оказание каких-то военных услуг. Но заметьте, что с момента начала агрессии России против Украины и другие возникающие конфликты теперь вписываются в сценарий войны. Она просто приобрела такое сейчас популярное слово «сетицентричный характер», где каждый новый конфликт раскладывается сквозь призму войны в Украине. Последний пример – это атаки дронов против Ирана, которые тоже трактуются как уничтожение военного потенциала Ирана как союзника России. Хотя, конечно же, история с взаимоотношениями Ирана и Запада намного серьезнее. Там, это просто тема другого разговора. Но зато теперь... Андрей Васильевич, что нам это даст? Вот смотрите, просто вот Блинкен, да, на Ближнем Востоке говорит о вполне себе, ну, таком расчете использования вооруженных сил США против Ирана, комментируют это, мы видим эти атаки. Что дает это Украине? Отвлечение внимания и переключение внимания? Начало там нового какого-то глобального этапа, и нас, скажем так, с проблемой войны в Украине будут, ну, скажем так, затирать и отодвигать? Или какой-то вот новый переход в совершенно иные целеполагания? Что я имею в виду? Я имею в виду прежде всего вот эту мантру, да, о том, что Россия должна не победить, Украина, собственно, не проиграть. Вот эта формула изменится после Ирана? Знаете, Александр, я думаю, что если мы сейчас начнем говорить об Иране, мы совершим ошибку. Потому что, несмотря на вот, ну, значимость этого события, да, такую даже сенсационность, мы находимся в пространстве специфической Третьей войны. И я надеюсь, что вот на этом эпилоге еще хватит сил, мудрости и ответственности, чтобы на эпилоге и остановиться, потому что действительно новый глобальный конфликт, в котором зерном, да, триггером стала агрессия России против Украины, что он не развернется в тот самый Армагеддон, о котором когда-то сказал Байден. Но в пространстве войны мы уже находимся. И большинство событий сейчас увязываются в эту цепочку. У каждого из таких событий, как, например, противостояние Ирана против Запада или жесткое противостояние региональное Ирана и Израиля, у него своя бородатая история. Поводов и причин для новых обострений достаточно внутренних, но, повторюсь, теперь эти события начинают вплетаться в общую косу глобальной интриги, связанной с использованием вот этой сетицентричной пока в эпилоге Третьей мировой войны для того, чтобы решать свои проблемы. А какие?
Вот я обращал внимание своих коллег и говорил уже в эфире о том, что важнейшим является первый фактор 2024 года. 2024 год — это несколько важных выборных кампаний, которые пройдут в странах, играющих ключевую роль в войне России против Украины. Это, собственно, выборы в России президентские, это выборы в Украине, во всяком случае, это дата выборов президентских в Украине и, возможно, парламентских, учитывая военное положение, которое, наверное, будет продлеваться. Это выборы в Соединенных Штатах и это выборы в Великобритании. В Великобритании выборы парламентские. В отличие от мирных времен, все эти кампании приобретают исторический характер, потому что там будет не просто решаться вопрос смены или сохранения власти, фигуры, партии, но будут перезагружаться подходы, связанные с внешним и внутренним курсом. И мы видим, что все эти страны в крайне сложном положении в связи с начавшейся эпилогом Третьей мировой войны. У каждого свои ответы на эпилоге остановиться или продолжать войну за однополярный или многополярный мир, за мир баланса сил и интересов или мир, расколотый на автократии и демократии, мир, в котором возможно вновь какие-то открытые глобальные процессы, или мы свалимся опять в неоглобальный феодализм. Все это будет отражаться в политических программах и в лидерах. Во всех этих странах есть свои сложные внутренние проблемы. Я их не буду перечислять, но складывается так, что и война в Украине, и судьба этой войны, возможность ее завершить, возможность ее заморозить или превратить в бифордовый шнур новых конфликтов, которые тоже возможны. Это все становится частью этой большой политической интриги, и внутренней, и межстрановой. Поэтому 23 год приобретает в этом плане значение такого финишной прямой, на большой дистанции, в которой нужно будет определить какой-то результат. Этим результатом может быть и резкое поднятие градуса войны с возможным даже определением военного победителя. Подчеркну, военного победителя. Победить военным путем — это еще не победить в войне. Либо же этот конфликт может стать бесконечно тлеющим и обостряющимся, как разгорающийся костер, в который вписываются все новые и новые нужные, острые проблемы в других регионах, как часть глобальной перезагрузки, в которой эти выборы проходить будут уже под определенными знаменами. Для демократов в Америке действительно это тест на то, оправдана ли была их линия на этот заявленный раскол и на попытку консолидировать Запад и глобальную демократию против режимов. Для режимов автократических, в частности России, Китая, Кореи и Ирана, это вопрос, если вариант, скажем так, остановиться каждый со своим интересом и вернуться, установить, навязать эти правила многополярности передела мира, или с необходимостью придется консолидироваться действительно в какой-то не только политический, но и военный блок и принять правила, которые предложены этого противостояния. Об этом, кстати, российские политики говорят откровеннее других, о возможности даже блока. А для Британии тоже вопрос очевиден. Консерваторы, которые длительное время продвигали идею новой глобальной Британии, которые хотели вернуть Британии роль, если не первого, то не второго в мире, сейчас переживают самые сложные времена. Им так и не удалось вернуть былое могущество. Прожектерство в Центральной Европе пока оборачивается лишь новым напряжением. В Евросоюзе критически относятся к угрозе раскола Евросоюза на новых, старых. Поэтому британская политика не пользуется большой поддержкой в Евросоюзе, в отличие от ряда стран Центральной Европы. И растут социальные проблемы, связанные с последствиями Брексита, с последствиями глобального экономического кризиса, связанного с войнами. Британия это ощущает, начались забастовки, растут ставки лейбористов, которые критикуют Тори за политику неоимпериализма и возвращения мира к войнам.
Так что 2023 год очень ответственный именно потому, что есть этот фактор 2024 года. Но если возвращаться все-таки к войне в Украине, я много сейчас работаю над тем, чтобы выйти на некие новые формулы, новые модели, которые позволили бы использовать повороты, которые связаны с ходом военных событий, для того, чтобы все-таки появилась возможность остановки военных действий. Сейчас наши с вами коллеги, политологи, журналисты, даже целые think-танки, да, исходят из, по сути, двух вариаций. И это, пожалуй, самое простое рассуждать именно по этим двум вариациям. Первое – победа, победить, и вопрос цены. Какое должно быть оружие, сколько нужно мобилизовать, какие нужны специалисты, какая должна быть финансовая поддержка страны, чтобы выдержать подготовку к наступлению, обеспечить наступление, победить. Ну и специалистов по победе сейчас много. Победой, правда, распоряжаться в плане размышлений и планирования, прожектерства, пожалуй, несложно. Но альтернатива, да, как ни странно, тоже рассуждение об этом простоваты. Почему? Потому что если, не дай бог, да, Россия сможет сконцентрировать силы и у нее будут новые военные успехи, то наш ответ очевиден. Мы вновь собираем силы, мы готовимся к реваншу. Тогда уже все социальные проблемы экономические в сторону, потому что успехи врага – это угроза нашей жизни. Здесь нечего рассуждать. Поэтому или это простая конструкция. Но 2022 год что показал? Что в действительности дело не только в каком-то сверхоружии и не только в количестве мобилизованных, в количестве участников войны и даже возможности экономики. Дело еще в том, что мы столкнулись с войной, в которой невозможно ни кавалерийские буденовские атаки, ни миллионное наступление, как это было во Вторую мировую войну. Локальность действий, скоротечность, связанная с спецификой высокотехнологического оружия, которое постоянно требует дорогого обеспечения, поддержки. Она говорит о том, что эту войну так уж не развернешь на миллионные армии, на многотысячные какие-то технические решения. Дорого, крайне кроваво, и самое страшное, что вот такой ход событий, он ведет лишь к новым военным, гуманитарным, инфраструктурным катастрофам, но отличается по динамике от событий Второй мировой. Чаще вспоминают трагедию Первой мировой войны. Окопные, затяжные, крайне такие рывками события, да, наступление, операция, остановка, заморозка, период, значит, рекогносцировок. И 2022 год мы, собственно, вот примерно так и прошел. Провал Блицкрига, большие потери России, мобилизация Украины, затем длинный, странный период, который кто-то считал просто вот такой перегруппировкой. В действительности, как я понимаю, после неудач второй этап такой инфраструктурно-позиционный для России, которая использовала ракетные удары как прикрытие, разрушение тыла и одновременно готовилась к возможным новым наступательным операциям. Поэтому такие длинные, затяжные, очень кровавые позиционные войны, куда была просто брошена живая сила. Не хочу спекулировать названиями, но мы все понимаем, за счет чьих жизней Россия готовилась, да, перегруппировалась. И одновременно с этим Украина тоже использовала этот этап для лоббирования новых военных заказов, для обеспечения нового уровня военной техники. Все это на наших глазах, да, удалось пролоббировать, и даже наступательные виды вооружения, которые будут поступать. Все это создало условия, что мы сейчас, вот, после завершения позиционно-инфраструктурного этапа, входим в тот самый третий этап. Причем он ни у кого не вызывает сомнения. Украина готовится, и это обсуждается даже публично, к новым наступлениям. В России тоже не скрывают, что благодаря мобилизации, благодаря перезапуску военно-промышленного комплекса, они тоже готовятся к своим наступлениям. Интрига состоит в том, кто первый, насколько это продумано, удачно.
и так далее. То есть третий этап — это этап каких-то наступательных операций, где я называю эту ситуацию ва-банк, в которой каждая из сторон считает, что военная победа — это условие победы в войне в целом. Убежден, что вообще такая постановка по сути своей ошибочна, потому что даже военные успехи еще не отвечают на вопрос, а как эти успехи закрепить социально, геополитически, и уж тем более в правовом плане. Во-вторых, повторюсь, война носит такой характер, что у каждой из сторон есть возможности опять затем перегруппироваться и получить дополнительную помощь. Сейчас уже начали работать коалиции поддержки. Ну и, пожалуй, самый главный мой аргумент в плане вот этого или-или. Уроки того же 2022 года и, кстати, ряд последних аналитических материалов, среди которых в том числе материалы такой компетентной структуры, как Rand Corporation, да, среди них наш старый знакомый Сэмюэль Шарап, один из хороших знатоков и Украины, и постсоветского пространства, свидетельствует, что возможны вот такие обострение, все более ужесточающееся, с большими потерями, разрушениями тылов, разрушением общественной инфраструктуры, будут сопровождаться опять переходом вот к такой вот условно цуцванговой, патовой ситуации на фронтах. То есть, грубо говоря, вместо надежд на победы опять будет какое-то военное равновесие, противостояние. А что делать тогда? Что делать, если мы окажемся опять в капкане вот такого без особых результатов военного противостояния, которое, в отличие, например, от событий Первой мировой войны, сопровождается ракетными ударами, кибератаками, большими экономическими потерями. То есть, по большому счету, это фаза на взаимное истощение. И кому тогда это выгодно, если каждое такое обострение будет сопровождаться новыми потерями и опять военным равновесием, цуцвангом без результата. Я думаю, что это тот поворот событий, к которому надо уже относиться критически, потому что рост социальных проблем, экономических проблем, о которых говорят уже открыто и экономисты, и социологи, он может приобрести характер такого снежного кома. Мы это видим, к сожалению, и в Украине, потому что мы пережили один почти календарный год и видим, какое количество людей покинуло страну, какое количество людей оказалось без работы, без жилья и пока еще переживает ситуацию. Но если речь идет о том, что это вот такой режим жизни сохранится еще там полгода-год, люди начнут принимать какие-то новые решения. Где оставаться, где работать, на что рассчитывать. Возможно, начнутся сложные внутренние социальные процессы. И это все нужно учитывать, потому что вы, наверное, обращали внимание, как вот в этой ложной информационной виртуальной реальности быстро могут меняться настроения. Вчерашний кумир становится злодеем. Вчерашние цели и ценности могут очень быстро трансформироваться и переворачиваться в раздражитель, в угрозу. Я не исключаю, что вот такого рода военная тактика может и врагом использоваться для того, чтобы после очередного цуцванга уже подталкивать Украину к новым внутренним кризисам. Убежден, что почвы для каких-то новых пятых колонн, учитывая процессы нашей политики, сейчас практически нет. Как, впрочем, мне кажется, что в Кремле убедили, что цуцванги и ультиматумы в условиях таких военных цуцвангов не приводят и к внутренним кризисам. Это показал тоже 2022 год. Но уровень истощения, уровень усталости и нового социального напряжения, от этого никуда не денешься. И в этой связи я хочу обратить внимание пока так аккуратно на то, что наш, ну скажем, иногда несколько преувеличенная убежденность, что вот военная победа — это гарантированно и победа в войне, все-таки стоит переосмыслить эту простую формулу. Потому что, на мой взгляд, у Украины, как это ни парадоксально опять же прозвучит, сейчас еще сохраняются шансы при условии прекращения военных действий. Я сейчас не о мирных договорах, не о каких-то сдачах, я о прекращении военных действий, возможности перехода в мирный режим. Да?
жизни страны, сохраняется куда больше возможностей для быстрого восстановления. У нас еще надежное отношение с партнерами. Есть предпосылки того, что беженцы, переселенцы, большая их часть ожидают и быстро вернутся в страну. Это рабочие силы, это интеллект, это навыки, это социальные уклады. Есть готовность наших партнеров даже на амбиции противостояния, вот, и на амбиции сохранения, вот, ну, если хотите, самомнения Запада, самоуверенности в том, что Запад способен преодолевать вот такие катастрофы. Мы можем рассчитывать на достаточную финансовую, экономическую, технологическую, инвестиционную помощь по восстановлению. А самое главное, в таком случае все негативы, рожденные войной, включая негативы в области общественной психологии, они будут быстро компенсированы совместной работой по восстановлению. То ли дело в России, которая только входит в период глубокого кризиса и даже деградации. Для России, мне кажется, само прекращение военных действий еще не гарантирует того, что те процессы недоверия режиму, накопившихся обид, внутренних новых социальных расколов, деградации экономики в связи с изоляцией и санкциями, это будет еще разворачиваться. А самое главное, у России куда меньше партнеров, которые могли бы подставить плечо для восстановления. Я сомневаюсь в том, что прагматичный Китай, который постепенно будет поглощать российские ресурсы, будет заинтересован в том, чтобы Россия быстро поднималась и открывалась. Скорее они будут использовать кризис России. То есть я правильно понимаю, что, значит, Андрей Васильевич, Александр, это значит, я правильно что понимаю, у что нас можно остановиться, и это будет еще больший ущерб для Российской Федерации, нежели продолжать? Я считаю, что если в 2023 году после реализации плана наступления будет повторена ситуация осени 2022 года, когда будет сложный пад военный, когда Украина может разыграть сложную комбинацию, в которой прекращение военных действий и оговоренный, гарантированный переходной период, в котором еще не будет ответа на вопрос, каким будет мирный договор, в котором каждая из сторон, по всей видимости, сохранит свои политические решения. Но это и будет путь к исторической победе за счет быстрого восстановления и за счет международных процедур, которые позволят без войны постепенно восстановить то, что я называю социальной целостностью страны. Ведь война 2022 года и вот уже начавшийся третий этап 2023 года, она еще и развеяла иллюзии, связанные с представлениями в Кремле об Украине, ну и связанными в Украине о том, насколько крепка, да, Россия, Российская империя. Мне кажется, в Кремле уже давно поняли, что ни вариант полноценной оккупации буденовскими атаками, ни вариант каких-то расколов на сегодня уже невозможен. Возможно, такие планы были в начале войны, сейчас, пожалуй, там уже дают себе отчет о том, что это недостижимая задача. А значит, военная кампания будет локализовываться до тех, каких-то материальных очевидных результатов, которые можно достигать. Например, Донбасс, Юг. Ну и, несомненно, все, что связано с этими психоинформационными и прочими войнами, связанными с идеологией, мировоззрением. Здесь Россия продолжит эту линию за свой русский мир. Но мне кажется, что несмотря на иллюзии части украинских политиков, все же быстрого, обвального, такого, прям как это было в 17 году в Российской империи, развала России от войны не будет. Скорее, это будет процесс деградации и гниения. Более того, все свидетельствует о том, что в
большой игре вокруг судьбы России сейчас столкнулись, по сути, два подхода. Один подход, тот, который нам знаком, связан с тем, что за счет затяжной военной кампании и подрыва стабильности российской элиты можно создать условия такие же, как в свое время при условиях распада бывшего Советского Союза. И таких заявлений и расчетов все больше и больше. Но есть и другая позиция, которая, мне кажется, тоже имеет достаточное основание. Здесь, мне кажется, близки будут и позиции части европейской элиты, и позиции Китая. Это подтолкнуть Россию к, условно, перестройке 2.0 без катастрофических распадов, но с изменением качественного состава элиты, без улиц, но с внутренними политическими переворотами. И таким образом как бы демонтаж имперской политики, возвращение к каким-то правилам и нормам ведения международной политики в экономике, геополитике, в том числе с учетом возможных уступок. Мне кажется, что сторонников перестройки 2.0 сейчас столько же, сколько и сторонников доведения России до внутреннего краха. Различие только состоит в том, что если доведение до краха предполагает длинные экономические войны и, к сожалению, длинную войну в Украине до измождения, да, до краха, то вариант перестройки 2.0 как раз предполагает, что своевременное завершение военных событий, как риска для всех, как бигфордового шнуря для глобализации конфликта, но переворачивание всех противоречий России, российского режима, российской экономики внутрь России, это путь к перестройке 2.0. И в таком случае возвращаемся к проблеме 2024 года. Действительно, если в России при вынужденной, но оправданной для них тоже остановке военных действий вылезут наружу все реальные последствия войны, которые пока сковываются войной, военной лентой, героизацией участников, когда элиты оглянутся, увидят, какое количество у них личных и национальных потерь, связанных с войной, и закрытые перспективы, тогда действительно серьезно станет вопрос о смене состава режима, о каких-то перегруппировках. Ну, так как это было в позднем Советском Союзе. Все чаще говорят о том, что Путин должен уйти в пользу какого-то условно непреемника, а в пользу того, кто возьмет на себя роль вот такого как бы перезагрузчика российской политики. Называются разные имена. И мне кажется, что заинтересантов, готовых поддержать такой поворот, будет все больше и больше. Вот я говорю о таком алгоритме и говорю о таком масштабе игры, в котором Украина, несомненно, могла бы, ну, во-первых, прекратить, остановить военную трагедию, во-вторых, сохранить свои позиции, связанные с необходимостью возвращения территорий, но самое главное, возможности восстановления социальной целостности, социального единства. Все, что связано с набором инструментов, я над этим сейчас работаю. Я думаю, что эта позиция, возможно, не публично, но будет интересно и нашим дипломатам, нашим политикам. Очень надеюсь на то, что в вот этой информационной сфере, которая постоянно мечется между российской угрозой и победой любой ценой, все-таки будет и здравое трезвое звено, связанное с тем, что военное равновесие, или, скажем так, прекращение военного противостояния на выгодных, конечно, условиях и в выгодной для нас ситуации. Я тоже верю в успешное контрнаступление, я тоже верю в возможность освобождения Юга или хотя бы его части. Но, повторюсь, уроки 22 года, эти все военные цуцванги говорят о том, что мы можем быть в плену длинной кампании, которая начнет работать уже против внутренней стабильности Украины, будет и нам угрожать разрушениями тыла и социальными кризисами. И здесь нужно правильно использовать разные инструменты социального управления. А то, что территории, пострадавшие от войны, территории, которые пока находятся не под контролем украинского правительства, будут еще переживать свои времена, там, опохмело, отрезвление, то, что люди снова будут стремиться к каким-то
человеческим, социальным укладам и правилам, за которые нужно бороться и показывать примером. То, что людей нужно возвращать на основании их выбора и воли, а не на основании военной силы и полицейщины. Я в этом не сомневаюсь. Поэтому воссоединительный процесс в Украине неизбежен, нужно правильно к нему подготовиться. И тогда оборона Украины, успехи на фронте, то, что война объединила всю страну, да, консолидировала нас и не позволила противнику разрушить Украину. И затем при поддержке международного сообщества шаг за шагом создание условий для восстановления нашей былой целостности. Это какая-то новая, качественно новая политика. Более разумная, более гуманная. Ну и это, мне кажется, куда более сильное оружие против имперской России, чем противостояние на фронтах и конкуренция танков, самолетов и ракет, которые убивают без оглядки, которые не различают ни шеврон, ни возраст, ни пол, ни позицию людей. Андрей Васильевич, перестройка 2.0 – это очень интересная тема, и действительно, ну вот зерно рациональности, там, другого подхода к решению глобальных проблем, вот оно присутствует, да, и оно действительно заставляет задуматься. Однако я хочу о каком-то, ну, новом треке поинтересоваться вашим мнением, новых каких-то перезагрузках внутри власти. Мы видели там ряд скандалов и отставок, зачистку замов. Сейчас анонсируют напропалую, что будут там чуть ли там не 8 министров меняться в кабинете министров. Если глобально посмотреть на этот этап, о котором мы говорим, да, вот третий этап войны, и вот такие перетасовки, там, изменения конструкции управления Украины, это совпадает между собой? И вот как вы видите вот эту условно перестройку в Украине в третьем этапе противостояния? Ну, смотри, я начну с неожиданного, может быть. Во-первых, я считаю, что президент Зеленский должен вернуться в политику. Он ушел из политики на уровень медиадипломатии. Он ушел в так называемые все эти медиаинформационные коммуникации. Это все правильно и несомненно то, что президент присутствует каждый вечер с обращением. Это и психологически, и политически верно. Но политика – это не экран. Политика – это прежде всего коммуникации и обеспечение своего лидерства как модератора, организатора, гаранта. Что мы видим сейчас? К сожалению, да, учитывая, наверное, загрузку и ответственность первого лица, очень много его функций как политического лидера начинает подменяться спикерами, глашатаями, лицедеями, иногда даже клоунами. Это перестало быть смешным. Кроме того, его функции начинают подменяться чиновниками второго, третьего уровня, которые в системе государственного управления вообще играют роль сервиса. Здесь же мы имеем дело со случаями, когда чиновники сервиса, офис президента, оказывается, распоряжаются программами с брендом национальных. Ну, извините, в какой-то демократической стране подобного рода действия вообще можно было рассматривать как мягкий государственный переворот. Потому что национальный проект – это ответственность правительства, сформированного парламентом. Никакого отношения чиновники среднего звена к этому иметь не должны. Их задача, извините меня, бумажки подносить и помогать с коммуникациями с главой государства, у которого тоже есть своя система компетенций. Это невозможно было не заметить. Это привело к тому, что действительно, несмотря на вот весь пафос 2019 года, успех президентской команды, все больше черт так называемых тех самых автократических. Я, заметьте, использую термин не авторитарный, автократический, это не случайно. Различие состоит в том, что в автократической системе, системе централизации, в которой доминируют административные инструменты, роль решалы может выполнять даже чиновник среднего звена, прикрываясь компетенцией и силой аппарата.
в отличие от авторитарных систем, которые тоже опираясь на административно-политические методы, но все-таки очень зависимы от первого лица, который превращается, по сути, ну, в главного управляющего страной. Здесь, наверное, я сейчас не о рейтингах, я сейчас не о publicity, я о том, как работают политические системы. И если в России, да, которая вот стала уже чуть ли не образцом для политологического анализа и прочего, есть элементы автократического и авторитарного, то в Украине, несмотря на популярность Владимира Зеленского, несмотря на большое уважение к нему как вот лидеру, представляющему страну в условиях войны и ставшему таким вот символом обороны, это все несомненно его заслуга, его честноты, это вызывает уважение. Но то, что он, судя по всему, начал терять управление над тем, как распоряжаются президентской властью, это факт. Мне совсем не... Я не испытываю никаких, скажем, чувств и эмоций, когда встречаю информацию, что западные партнеры требуют что-то, кого-то уволить, с чем-то разобраться. Мне, честно говоря, от этого неловко и даже стыдно, потому что это и есть посягательство на суверенитет. Если система теряет свойства, да, самоорганизации, самоконтроля, если оказывается, что для того, чтобы контролировать бюджет и финансовые средства, нужно создавать внешние международные мониторинговые системы и даже телефоны жалоб, ну, это говорит лишь о том, как далеко зашла система вот этого перераспределения президентской власти, президентского лидерства в пользу чиновничества. Поэтому я не хочу сейчас наговаривать, какие возможны перестановки. Я плохо понимаю вообще законы, по которым там люди появляются и исчезают. Появляются на местах кормления и затем благополучно уезжают за рубеж. Я хочу просто проапеллировать к Владимиру Зеленскому. Это работа над собой. Нужно себе вернуть позицию политического лидера. А это значит, нужно вернуть публичной политике, а мы всегда гордились тем, что Украина со всеми ее изъянами там, и прочим все-таки сформировала вот эту подошву демократической политической жизни. Нужно вернуться к политическому диалогу. Нужно восстановить нормальную парламентскую жизнь, а для этого необходимо, чтобы все политические субъекты в парламенте получили возможность участвовать в выработке государственной политики, в том числе и по обороне. Партии, их фракции, их политические лидеры должны иметь возможность работать в выработке общих решений, как лидеры парламентских сил. Я ж не говорю о том, что президенту нужно слышать лично тех, кто сейчас представляет бизнес, кто сейчас представляет общественные организации, кто сейчас представляет гуманитарное пространство, последние. Все-таки его миссия, как главы государства, быть главным коммуникатором, а не замыкаться вот перед камерой. И мне иногда кажется, что программа вот коммуникации президента, которую мы организовывают, там есть вещи оправданные, связанные с участием в форумами, с его концептуальными заявками, да, выступлениями на площадках, где принимаются политические решения, там, например, выступления на G20. Но у меня ощущение, что его просто загружают медийной работой именно для того, чтобы у него не хватало ни сил, ни возможности просто вот держать руку на пульсе других проблем. Ведь не только фронт. Экономика, социальные институты, культурная жизнь, сферы, которые являются, по сути, для нас конституционно гарантированными, такими как социальное обеспечение, здравоохранение, образование. Это все сфера компетенции государственного лидера. И люди, сталкиваясь в повседневности с проблемами, рожденными войной, военным положением, естественно, видя их степень их нерешенности, видя в каком состоянии находится госаппарат на местах, но перекладывают ответственность тоже не на правительство, не на парламент, а на главу государства. Ну и еще один момент.
Я думаю, что президенту, наверное, неоднократно, я это вижу в его текстах, ему говорят о том, что вот военная победа, значит, вот, граница, это гарантия и в целом успеха, это и есть победа в войне, и это есть гарантия его личного политического успеха. Но я хочу все-таки аккуратно заметить, что миссия любого правителя, а уж тем более правителя, имеющего всенародный мандат главы государства, это сохранение жизни народа. Это сохранение жизнеспособности страны. Мы же не во древние времена живем, когда все племя с кибитками сзади до последнего, значит, всадника дерется с врагом. Да. Современная страна, государство куда более сложная конструкция и система. Мы видим, как страны могут под угрозой врага как объединяться, так и частично расползаться. Сколько миллионов людей покинули нашу территорию, пережидая войну. И среди этих миллионов, извините, наверное, 3/4 это пострадавшие, которые бежали буквально от военных событий. Это те, кто не имел возможности обеспечить нормальную жизнь в условиях войны, дети, старики. Но среди них есть и глобализированное жлобье, которая со своими сумками сбежала, сидит сейчас по Монако, Дубае, и стыдно за все это. Там есть и глобализированный бескорневой класс, который все равно где работать и как работать, так называемые постиндустриалы. Да, им легче устроиться. В отличие от работяги, который потерял рабочее место на заводе Малышева, что компьютер и, пожалуйста, любое кафе. Я говорю немножко цинично, но правда. Война проявила всех нас, как проявитель вот в старых вот этих вот, помните, фотографии делали. Она нас проявила, а сейчас вопрос, чем закрепить. Закрепить длинной войной, в которой еще будут мобилизации, в которой еще будут потери, и даже выход на границы не гарантирует завершение войны. Или же использование реальных, обоснованных шансов на прекращение военных действий и длинная, но мирная борьба за социальную целостность территории, которая и жизни сохранит, и надежду вернет. И я думаю, что вот очень важно, чтобы кроме кадровых перестановок, перетасовок, разбора полетов с коррупцией, все-таки Владимир Зеленский вернул себе вот эту лидерскую позицию главного модератора и организатора внутреннего диалога. Чтобы решения, которые он инициирует, имели максимально широкую поддержку и понимание, были своевременны. Они навязывались или были просто как установка. Потому что, повторюсь, мы живем в период, когда между радостью нового успеха и депрессией от какой-то неудачи и потерь дистанция все уже и уже. А мы входим в очень сложный период. Мы входим в третий этап войны, который будет характеризоваться высочайшей жестокостью. Мы это видим. Градус войны растет. К сожалению, потери не только у русских, но большие потери у нас. Это тоже правда войны. И нужно искать разумную возможность, имея максимальные, возможно, созданные нашими военными условия на фронтах, чтобы перевести все-таки военные действия на политико-дипломатический уровень. Все-таки за Украиной большая международная поддержка, за Украиной правда. А за это время, за время войны, мне кажется, и те, кто живут сейчас в Крыму и Донбассе, тоже много чего увидели и поняли. Несомненно. Много видели и поняли. Андрей Да. Васильевич, Поэтому, несомненно. повторюсь, я не сомневаюсь, что есть шансы новых военных побед. И, конечно же, мы все поддерживаем это стремление к военным победам. Но я считаю, что если события ближайшего времени, более жестокие, наверное, и суровые, чем это мы переживали, вновь обернутся цуцвангом, вновь обернутся патом, Украина должна быть готова, украинское политическое руководство должно быть готово правильно распорядиться этой ситуацией. Да, потому что шансов больше на нашей стороне. И нужно помнить о факторе 2024 года. Нужно помнить о том, что не все наши друзья и заинтересанты вкладывают в победу только проблему победы. У них есть и другие интересы, связанные с большой геополитикой, с собственной личной властью, собственным видом мироустройства. А у українців есть такая поговорка, яка мені дуже подобається. Нам своє робить.
Наша победа должна быть не только на фронтах, наша победа должна быть в большой политической игре. Наша победа должна быть в том, чтобы сохранили условия для социального восстановления единства. И наша победа состоит в том, чтобы максимально использовать те временные посылки, которые связаны с тем, что можем еще быстро восстановиться, чтобы мы не потеряли эту возможность. Да. Вот о таком ходе событий, о таких подходах я готов говорить и поддерживать. Друзья, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк этому видео, напишите в комментариях, что вы думаете об этих, скажем так, установках, формулах и сценариях. Мы будем периодически возвращаться к этому разговору, но закончить наш сегодняшний, скажем так, сегодняшний эфир, сегодняшнее интервью я бы хотел парадоксальным. Вот мы обсудили, собственно, позиционирование Зеленского и его, да, камбэк в политику, вот в реал-политик, украинскую политику Зеленский должен вернуться. Но у меня возникает очень такой странный вопрос. Просто толкают его к автократии. Вот в чем дело-то. То, с чем мы боремся, мы в то можем погрузиться благодаря, в кавычках, усилиям некоторых, которым не место в политике, мягко Вот говоря. у меня вопрос. Есть такое мнение, да, что если, ну, условно, да, Зеленский пойдет на какие-то решения о прекращении огня, то он, соответственно, подпишет там себе приговор, выйдет какая-то фронда, будет его, скажем так, снимать, смещать и как бы забирать власть. Поэтому, ну, многие об этом говорят. Поэтому Зеленский действует так, как он действует, а не как по-другому. Правда это? Вот как вам видится? Ну, политик мирового уровня с высочайшим рейтингом и доверием, человек, который, ну, скажем так, у которого до войны был гораздо ниже рейтинг, чем вот после начала, и вот на данный момент, приближаясь к годовщине, ну, политик номер один. Кто его, собственно, может вот смещать и кого он может бояться и опасаться на внутреннем политическом фронте? Александр, во-первых, мы с вами не говорим сейчас о том, что вот надо с завтрашнего дня вдруг запросить мира. Да, безусловно. Мы ни слова об этом не говорили. Да. Мы говорим о ситуации, которая, может быть, возникнет, и об этом пишут наши коллеги на страницах американских и британских аналитических изданий, что может повториться вот этот круг 2022 года, когда после новых запланированных уже наступательных операций и нашего врага, и со стороны вооруженных сил Украины, возможных вновь рекогносцировок по территориям, мы видим, как территории менялись. Вот, но это были скорее такие не операционные, а оперативные изменения, потому что они не изменили, по сути дела, состояние фронта. Есть захваченная территория, есть линия обороны, и перемещение того или иного пункта, иногда очень кровавой ценой, оно не решало исхода. Так вот, в этом случае Украина, мне кажется, должна быть готова воспользоваться ситуацией, максимально, естественно, ее подготовив, чтобы перевести войну в русло противостояния без военных действий, договорное противостояние. Я хочу подчеркнуть, что здесь нужно уже сейчас работать над тем, чтобы в Организации Объединенных Наций была пролоббирована, сформирована специальная дипломатическая миссия ООН, связанная с войной в Украине и перспективой завершения войны, я бы так аккуратно это назвал, потому что те вопросы, которые придется решать затем по так называемому украинскому вопросу, возможно, будут беспрецедентны. Среди них, например, может быть использован и опыт так называемой Фолклендской войны и ряд других опытов. Я не допускаю того, что ситуация может быть просто на века заморожена. Нет, я это воспринимаю просто как определенные изменения правил, в которых Украина получит другие возможности шаг за шагом
восстановления как территориальной, так и социальной целостности. Но для этого необходимо, опять же, обеспечить поддержку населения. Необходима максимальная легитимность этого процесса. Необходимо снизить военное напряжение, связанное с положением в этих регионах. Потому что если мы дойдем до применения, уже сейчас конвенциональное оружие, по сути, разрушает не просто отдельный объект, оно разрушает нашу архитектуру жизни. Будут территории, на которых невозможно жить. Мы теряем населенные пункты, которые, возможно, уже не будут восстановлены. Об этом открыто говорят участники военных действий, что есть состояние населенных пунктов, которые не восстановить. Так куда дальше? За что же тогда воевать дальше, если все будет в таком состоянии? Но с другой стороны, есть живые люди, те самые миллионы, которые проживают и не собираются покидать ни юга, ни востока Украины. И, наверное, нужно таким образом завершить военные действия, чтобы эти люди принимали решение, как и с кем жить дальше, без оружия. Более того, чтобы этот процесс был максимально социально приемлем, толерантен. Иначе от ненависти к оккупанту к ненависти внутренней, ну и за что тогда война? Вот я об этом. Поэтому специальная миссия ООН — это важное условие, на котором нужно работать сейчас. Она затем сыграет свою роль. Более того, возможно, что вот этот путь Украины, вооруженная борьба с агрессором, затем постепенное быстрое восстановление своей экономики и возвращение социального единства под давлением международного сообщества. Возможно, это путь, который станет для кого-то даже моделью и примером. Но его нужно пройти. Пока мы ограничены тем, что планируем побеждать оружием, самолетами, танками, граница, и, может быть, враг развалится. Развалится ли враг, я не знаю. Разное может быть. Но то, что в ходе этой войны могут быть необратимые потери и разрушения у нас, это тоже правда, к сожалению. Андрей И Васильевич, градус войны может еще повышаться и и повышаться. все-таки о Это тоже, к Зеленском и сожалению, противостоянии. Есть устойчивый миф политический, это политический миф о том, что главным, так сказать, вот таким историческим, даже не политическим, а историческим конкурентом Зеленского становятся люди войны, новая военная элита. Здесь нужно различать. Понимаете, мы сейчас уйдем немножко в другую сторону, и я не знаю, насколько для зрителей это будет логично, но это важно объяснить тогда. Что в социальном процессе, мирное время, в переходы, в трансформацию, уж тем более во время пертурбаций, на первой позиции выходят разные социальные силы. Угу. Вот в условиях войны на первое место у нас в плане активности, в плане ответственности, но если хотите, движущей силы, стали люди, вовлеченные в войну, люди войны их называют. Это не только вооруженные силы как таковые, хотя несомненно. Вот. Но это те, кто связан вот с обеспечением этой нашей украинской военной машины. И, естественно, менеджмент, руководители. Мы их знаем, мы их стали узнавать. Они получают уровень общественной поддержки, сопоставимый с поддержкой политиков. К сожалению, вокруг этого очень много политических спекуляций. Потому что моментально люди от позиции ответственности, решения, которое буквально зависит судьба страны, это главнокомандующий, это министр обороны, это офицеры, которые иногда публично ведут свою деятельность. Конечно, в них начинают воплощаться какие-то надежды, уже не связанные с войной. Начинаются определенные спекуляции. Но движущая социальная сила — это не совсем про власть. Это то, на чьи настроения и на чье действие может опираться страна как в военное, так и в первое послевоенное время. Эти люди получают новые моральные права и, если хотите, новый уровень социальной легитимности. На них будет большая надежда, большой расчет. Я думаю, что из людей войны многие и действительно пойдут в политику, и они будут пользоваться широчайшим доверием. Во всяком случае, та часть, которая сохранит свою стать, будет заинтересована в активной общественной позиции. Но здесь и вторая такая же социальная сила, которая сейчас немножко в таком забвении даже, но я считаю, что ее роль огромна. Это самоуправление и ее лидеры. Это люди, которые своими действиями, я сейчас не только о резонансных мэриях, я вообще о корпусе местного самоуправления, громады, районы, регионы. Потому что эти люди вольно-невольно в условиях войны
тянут лямку вот этой ответственности по повседневной жизни людей, обеспечению жизни их территорий, часто невидимую. Но их война тоже выдвинула на передний план. Заметьте, что если люди войны сейчас ограничены военными действиями, не имеют возможности вести политическую деятельность, но именно настроение оттуда, запросы оттуда, требования оттуда являются самыми известными и резонансными. Лидеры самоуправления, в свою очередь, депутатский корпус самоуправления сейчас в силу военного положения, военных администраций возникших, оказались как бы, ну, в условиях некой такой недооценки, изоляции. Но несомненно, что эти две социальные силы будут определять то, что мы часто называем как бы порядком дня, меню политической жизни и если хотите, источником вот, ну, что и как делать. Мгм. А вот здесь самый пикантный вопрос. А с чем будут возвращаться в мирную жизнь, например, люди с фронта? Какие будут настроения у военных, которые все это время тянули, так сказать, на себе эту лямку войны, зная и теневую сторону, и экономическую сторону, и мы видим, какая там еще и подноготная этой экономической стороны. Я считал и считаю, что вопрос номер один, который будет поставлен, новая социальная справедливость. Новая социальная справедливость. И если она не будет отражена вовремя в политических программах, в политической позиции, люди войны и их новые лидеры действительно могут превратиться в новую политическую силу. Я не сторонник того, чтобы там, все военные становились депутатами, министрами. Более того, я критически отношусь к желанию уже сейчас нынешних наших публичных политиков вот по быстрячку сформировать какие-то вот списки, втащить, прикрываться именем военных. Я думаю, что каждый должен делать свое дело. Но несомненно, что уже почти миллионная армия и огромная машина общественная, обеспечивающая вот эту, да, систему обороны, это новый заинтересант и в политике, и в политическом режиме, и в политической программе. И как ни странно, она будет очень близка к тому, что нам известно как социальная демократия или даже такой мягкий социализм. Потому что, повторюсь, тема справедливости. Давайте вспомним, кто у нас сейчас у власти. И с каким лозунгом пришла молодежь в слугу народа. С каким представлением, какой должна быть экономика. И какие реформы инициировались на первом этапе. К сожалению, есть диссонанс между тем, как устроена правящая партия «Слуга народа», ее идеология, с тем общественным запросом, который будет рождаться войной. Как, впрочем, будут разниться и настроения лидеров самоуправления, которое привязано вот к этой тяготеющей к коллективизму жизни территорий, с жесткими бюрократическими методами военных администраций. Да. Чтобы этого не произошло, повторюсь, должны произойти серьезные политические, вот тут слово трансформации подходит, серьезные политические трансформации в самой ныне правящей политической элите. И Зеленский должен вернуться в политику, внутреннюю политику. И мне кажется, что должна быть проведена серьезная работа по восстановлению традиций партийно-политической жизни. Вы же заметите, что за последние годы политические партии вообще практически нивелированы до уровня каких-то, я их называю, медиадиверсионные группы. Вот это тема отдельного анализа. У нас другая политическая структура. Мы забыли уже за эти годы о том, что вообще партийно-политическая жизнь — это жизнь сложная, да. организованная, с идеологией. Это обычно говорят, это все вернется после войны. Значит, да. Смотрите, это как наш одессит Михаил Жванецкий, покойно, к сожалению, шутил, что мы можем этого не делать, если нас не интересует результат. Если мы хотим скатиться к войне автократии с людьми войны, тогда можно закрыть глаза и ждать кризиса. Если же мы хотим все-таки сохранить традицию национальной демократии, необходимо начинать еще как у рыбы, с головы. Да. Нужно возвращаться к практикам и традициям партийно-политической жизни, реабилитировать роль политических партий. Они все являются национальными. Все, кто связан с преступной деятельностью, это дело СБУ,
НАБУ. Там действительно нет партийных погонов и там государственные преступники. Но традиция партийно-политической жизни, идеологическая конкуренция, даже в условиях войны может быть, если мы будем говорить о политических коммуникациях. И тогда вот это противостояние, о котором намекают политологи, оно просто будет невозможно. Потому что каждый, кто воевал, он в итоге и избиратель. Часть из них могут быть общественными деятелями, но мне кажется, что вот эти совершенно такие кабинетные рисунки военных партий, вот, которые сейчас некоторые больные головы рисуют, они будут просто не нужны. Но для этого нужно заниматься и жить политикой уже сегодня и сейчас, чтобы люди видели, что национальная демократия — это не один кабинет и 3 секретаря. Да. А это политические офисы, это политические дискуссии, программы, возможность участвовать в их подготовке, лоббировать и настаивать на своих решениях. Но вы правы в том, что действительно в будущем, вот учитывая новую роль двух этих социальных сил, либо мы можем оказаться в капкане противостояния новой бюрократии, вот этой автократической, формирующейся автократической системы, куда толкают Зеленского, с людьми войны как новой социальной силой, и рядом с ними будет самоуправление. Либо мы вырулим к тому политическому равновесию, которое тоже известно в украинской политике, но для этого необходимо возрождать политику и политическую дискуссию, и не бояться этого. Да, я благодарен вам. Вот что я думаю. Благодарен и вам. Зеленский, да. Мне кажется, шанс это исправить у него есть. Нужно просто, вот он любит это, думайте. Ну вот, да, случай, будем думать. Думайте. Спасибо вам большое за ваше время и ваши мысли, Андрей Васильевич. Спасибо вам. Друзья, берегите себя, всем всего самого доброго. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Напишите, что вы думаете и о возвращении Зеленского в политику, и вообще политической жизни. Возможно ли она в условиях войны? Ну и о третьем этапе и его угрозах тоже, пожалуйста, напишите. Увидимся. До скорого.